В один прохладный весенний день 1911 года 3 девочки стояли перед зданием хлопкопредельной фабрики в Рейвилле, небольшом индустриальном городке. Камера, установленная на штативе, была направлена на них, а фотограф, мужчина по имени Эдвард Брей, прятался под темной тканью, подготавливаясь к съемке. Девочки стояли молча, почти неподвижно, будто инстинктивно чувствовали, что этот момент будет зафиксирован навсегда. Имя самой младшей было Лили Хадсон. Ей было всего 9, хотя через 2 месяца она должна была отпраздновать свое десятилетие. Справа от нее стояла ее старшая сестра Маргарет, 14-летняя, сутулая, с глазами, от которых будто исходила тяжесть молчаливого принятия. Между ними находилась Элси Роджерс, соседская девочка 12 лет, работавшая с ними на том же этаже фабрики. Лили была на фабрике уже 3-й год. Она начала помогать матери и сестре после того, как отец погиб во время несчастного случая на той же самой фабрике. Сначала девочка просто убирала обрывки ткани и следила за нитями, но очень быстро освоила управление предельной машиной. Ее маленькие пальцы были на удивление ловкими. Именно это и делало ее незаменимой для начальства. Никто тогда не думал о детях как о ком-то, кого нужно беречь. Это были просто еще одни рабочие руки. Фотограф попросил девушек выйти на минуту из душного, забитого хлопковой пылью помещения, чтобы сделать снимок на фоне бухгалтерии. Маргарет обеспокоенно прошептала, что их не должны отпускать от станков надолго, но все же повела сестру за собой. На улице был редкий момент свежего воздуха. Камера щелкнула. Одна вспышка, один кадр. И все. Снова внутрь, обратно в гул машин и плотный воздух, насыщенный мельчайшими волокнами, которые казались безобидными, но медленно убивали изнутри. Они не знали, что фотография переживет века. Прошло 110 лет. Где-то в университете Чикаго среди пыльных архивов профессор истории Эмили Грант проводила проект по оцифровке фотографий времен ранней американской индустриализации. Это была не самая популярная область среди студентов, но один из ее аспирантов, молодой исследователь по имени Тоби Сандерс, был влюблен в детали. Он любил находить что-то, что другие пропускали. Именно он заметил эту фотографию. 3 девочки, стоящие у фабрики. Их выражения серьезны, глаза полны чего-то, чего не должно быть в детском взгляде. Он увеличил изображение и показал его профессору. Тоби нашел имя одной из девочек — Лили Хадсон. Она была самой младшей. В архивах Эдварда Брея, известного фотографа-пролетария, были указаны имена и даже краткие заметки. Но то, что поразило их обоих, Лили прожила до 1973 года. Более 70 лет. Для ребенка, проработавшего на фабрике с 6 лет, это было почти невероятно. Особенно если учесть, что ее сестра Маргарет умерла всего через 4 года после съемки от туберкулеза. Ее смерть в 1915 году была записана вместе с именами еще 5 детей Хадсонов, умерших в подростковом возрасте. Семья исчезала на фоне фабричного шума один за другим. Все, кроме Лили. Исследование, начавшееся с простого любопытства, вскоре стало одержимостью. Эмили и Тоби начали искать любые документы о жизни Лили. Свидетельства, интервью, некрологи. Они нашли записи о ее браке с рабочим по имени Джордж Уинслоу, справку о рождении 2 дочерей, затем долгий пробел. Потом свидетельство о ее смерти в возрасте 71 года. Причина — осложнение после хронического бронхита, но не рак, не силикоз, не эмфизема, болезни, с которыми сталкивались почти все рабочие фабрик ее времени. С этого момента вопрос стал другим. Как она выжила? Почему именно она?
Современные технологии дали шанс приблизиться к разгадке. Университет обладал системой сверхточного цифрового сканирования. Снимок Эдварда Брея отсканировали с высочайшей точностью, и на изображении стали видны детали, ранее скрытые. Текстура кожи, особенность носовой перегородки, рисунок. Эмили заподозрила, что у Лили могла быть редкая физиологическая особенность. Сравнив лицо Лили с ее сестрой, профессор увидела отличия в оттенке кожи, в форме носа, в четкой линии мышц шеи. Это было не просто различие между сестрами. Это выглядело как генетическая аномалия. Появилась гипотеза. У Лили могла быть ранее неописанная мутация, влияющая на устойчивость дыхательной системы к промышленным загрязнителям. Они нашли ее дочь, пожилую женщину по имени Нэнси Уинслоу, живущую в Миннеаполисе. Эмили приехала к ней, привезла увеличенную копию фотографии. Нэнси поднесла снимок к глазам, прищурилась. Руки ее дрожали. «Я никогда не видела эту фотографию», — прошептала она. Мама не любила говорить о прошлом. Она всегда говорила «выжила» и «хорошо», остальное неважно. Нэнси разрешила взять у нее образцы ДНК. Они также нашли старую медицинскую карту Лили. Удивительным образом анализ подтвердил. У Лили был крайне редкий вариант гена MCR2, видоизмененный, ранее не классифицированный. Ген был связан с усиленной способностью к регенерации тканей дыхательных путей и повышенной устойчивостью к токсичным частицам. Он также мог снижать чувствительность к хроническому воспалению легких. Это открытие вызвало настоящий фурор. Генетическое состояние Лили Хадсон стали называть адаптацией Хадсон, и оно было взято за основу для разработки нового поколения терапий, направленных на восстановление легочной ткани у рабочих, подвергшихся воздействию пыли, дыма и токсичных частиц. В 2023 году, спустя 112 лет после того, как была сделана фотография, на Международной медицинской конференции в Атланте профессор Эмили Грант представила доклад, в котором говорилось: «Одна девочка, которая должна была быть забытой, дала нам путь к лечению сотен тысяч других». Фабрика в Рейвилле давно прекратила работу. Здание превратили в жилой комплекс, но на первом этаже теперь находится небольшой музей. Главный экспонат — та самая фотография 3 девочек, напечатанная в человеческий рост. Экскурсовод рассказывает посетителям о том, как взгляд девочки с темными глазами изменил ход научной мысли в области респираторных заболеваний. Там, где когда-то стояли машины, теперь свет и тишина. А в самой середине экспозиции табличка «Лили Хадсон». Она просто дышала, но ее дыхание стало вдохновением для науки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.